В этом видео я расскажу, как меняется масло в заднем редукторе на примере квадроциклов BRP Outlander 650 и BRP Outlander 800. Значит, они полностью идентичны. Что нам потребуется для замены масла? Это емкость для слития старого масла, соответственно, ВДшка, очиститель тормозных дисков, любой, ключик на 10, отвертка плоская с узким полотном. Я объясню для чего позже. Удлинитель для трещотки, маленькая трещоточка, шестигранник, но я в основном использую головки. Соответственно, головка на 10, звездочка Т-30 и шестигранник 6 миллиметров. Соответственно, масло, но масла у меня сейчас с собой нет, масла 75В140, которое льется в задний редуктор. Я использую всегда ликвимоля, ввиду чего очень удобно в банке вытаскивается сосок для заливания в редуктор масла. Напоминаю еще раз, что в задний редуктор и в коробку льется масло 75В140, 75В90 льется в передний редуктор. Соответственно, для того, чтобы нам поменять масло, я сейчас покажу на примере 800-ки защиту, которую необходимо будет снять. Значит, защита пыльников пластиковая, откручивается двумя болтами в задней части. То есть здесь используете там ключик, например, здесь накидываете головку. Откручиваете вот эти с этой стороны два болта. Также в районе тормозного суппорта присутствуют с двух сторон такие же два болтика на 10. Засовываете ключ во внутреннюю часть, с наружной части головкой без проблем откручиваете. Если болты закисшие, в моем случае они не закисшие, у квадрика 1000 километров пробег, они откручиваются без проблем. Итак, после того, как вы сняли данную защиту пластиковую, вы обнаружите в задней части заливную пробку. Заливная пробка, она под шестигранник 6 миллиметров. Закручена она довольно-таки сильно. Соответственно, обычным таким шестигранником нужно приложить большие усилия. Поэтому я использую трещотку, намного проще. И также есть в нижней части под пыльником сливная пробка. Сливная пробка, ввиду того, что находится в нижней части, как правило, ржавеет, забивается грязью. Итак, для этого как раз нам пригодится маленькая отверточка, которой мы можем всю грязь вычистить. После чего мы используем ВДшкой, заливаем ВДшкой и еще раз прочищаем, для того, чтобы глубина была более... В глубине сливной пробки было более-менее чисто. После этого мы засовываем, в моем случае здесь резьба сорвана, и я использовал
звездочку. Но также можно использовать шестигранник, потому что она в основном используется для шестигранника. Но можно и звездочкой. Соответственно, что для замены нужно? Для замены нужно открутить верхнюю пробку, подставить под нижнюю часть квадроцикла, под раму, грубо говоря, какую-то емкость для слива старого масла. После чего выкрутить нижнюю пробку, но сразу говорю, часть масла будет попадать на раму, потому что очень неудобно расположена эта пробка. Выкручиваем пробку, сливаем все масло. Дополнительно я использую шприц, накачиваю туда бензин, вставляю шприц в верхнюю часть и промываю редуктор бензином. После чего я заливаю какое-нибудь дешевое любое масло, промываю это все чистеньким маслом, это все сливается при открытой пробке. После того, как жидкость перестала вытекать из отверстия нижнего, закручиваем нижнее отверстие, берем масло, вытаскиваем сосок, засовываем в отверстие, нажимаем, масло вытекает в редуктор. Сколько туда заливается, по сути, не важно. То есть вам 1-литровой бутылки хватит за глаза и за уши. И наперед, и назад, и в редуктор. Ой, и в коробку. Соответственно, вы нажимаете на банку и льете выжимаете всю банку, потом отпускаете. Если масло обратно возвращается в банку, соответственно, у вас уже уровень есть. Вытаскиваете сосок, частично у вас выльется то, что выше нормы, обратно в емкость, закручиваете пробку, и у вас масло поменено. Всем спасибо.